В первый день кантона моя задача сделать так, чтобы люди как можно быстрее начали ходить сами. Режим терминатор, пацаны. Все, поехали. Переходим к самому главному, к выбору товара. Они нифига не найдут. Будет. Чувствую. Руки, вот они. Пишите цены, фоткаете товар, задание. Сделать все по схеме, и потом это нам будете показывать, как у вас получилось. Очень важно, чтобы вначале снять барьер у людей, который может препятствовать контакту с китайцами. У Макса его сразу нет. Сейчас я заряжаю обойму, а ты беги. Я буду в тебя стрелять. Хорошо? Да, Макс сразу может идти, я уверен. Он еще может многих научить, как правильно снимать барьер. Он сам должен, но это китайский самокат, он не хочет сам ехать. Прием. Ребят, всем привет, меня зовут Макс. Моя история заключается в том, что последний кусочек своей жизни на протяжении 5 лет я прожил на севере, в Якутии. Сам я из Харькова. Мой опыт и жизнь моя там закончилась, я приехал домой. Ребят, я дома нахожусь дней 20. В принципе, чем моя история интересна, тем, что я действительно сейчас на данный момент, у меня нет ни онлайна, у меня нет ни офлайна, поэтому я для этого приехал, чтобы вообще в принципе создаться. Впервые я попросил помощи вот в виде коуча Артема для того, чтобы немножко где-то, может быть, приоткрыть занавес и узнать, как правильно вообще все реализовать. Все, ребят, я ушел. Вот сейчас наверх, да, и поднимаешься и поворачиваешь направо. Такого у нас еще в России нету. О, прикольно. Очень круто. Очень круто. И стоит недорого аппарат, там я все записал, потом покажу. Офигенная тема, реально. Например, вот бутылки. У кого-то аппарат стоит 150 тысяч долларов, а где-то я нашел за 30 тысяч долларов, а в некоторых местах и за 15 тысяч долларов, и в принципе все одинаково. Стаканчики также. Нашел аппарат по стаканчикам, мне насчитали там 50 тысяч долларов, и в итоге я нашел за 15 тысяч долларов. Аппарат точно такой же, только чуть дальше. Надо ходить, смотреть, общаться со всеми. Вот она меня добавила, дальше я ее подтверждаю. Фиона, посмотреть, принять. Да, и разные есть. Как дела, Вадим? Токарные станочки, так точит машина, робот, блин, изумительно. Взял контакты, у меня там была одна идея, может быть, и свои пересмотрю там планы. Что на самом деле здесь куча всего. В смысле пересмотришь планы? Ну, может, еще одно направление себе придумаю. Это только начало. Это только начало. Все по классике происходит. Ребята вчера планировали одно, а в первый день выставки, короче, уже все. Я, наверное, пересмотрю свои планы. Завтра снова будет что-то другое. Я фотограф последние 5 лет. До этого я продавал строительную технику Volvo. И, в общем, что я хочу в Китае для себя найти? В первую очередь нишу, которая касается фотооборудования, аксессуаров. Я новичок в этом деле, поэтому сейчас хочу только это все познавать. Для меня качество – это выше всего. Я не хочу заниматься дешевым товаром. С Вадимом вообще интересная история. Он к нам в буткемп пришел от Вани Сыча, который был у нас в первом буткемпе. Я просел первый день, меня вообще порвало. Ваня, привет, тебе передаю с Китая. Вадим собирался ехать в Китай, но не со мной. Когда он случайно увидел на YouTube Ваню у меня в ролике, он такой: так это же мой сосед. Я даже долго не думал, сразу пошел на обучение. И после этого сразу забронировал поездку в Китай. Опа! А это что такое? Ice maker. What's price? Where are you from, sir, by the way? Ты говоришь русский?
I wish I can speak Ruski. I'm learning though. You know, just говоришь по-русски and all. And пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Первые вопросы там типа из серии сколько стоит, какая партия и там как когда работает, да, ну все. Но если что-то происходит дальше, какие-то заходит дальше общение, то ни они не могут объяснить нормально, ни ты. Даже если, ну, как бы у них английский такой, у нас. Такое, как бы. Есть все, но то, что надо, нету. Вот. Ну, ожидал більшого. Потому что если будет все хорошо, типа будет Это скучно, типа, да? Ну, это будет скучно, да, неинтересно. А надо, чтобы типа, ну блин, я вот ожидал, там понял, типа, что я приеду, буду что-то делать. Типа, это изменит мою жизнь к лучшему. Есть парень, живет со мной, зовут Алексей, сука, достал уже, какие-то херню выбирает товары, мешается постоянно, ходит. Так надо. Только чтобы я не слышал. А, чтобы ты не слышал. Типа, черный диван. Типа мы в отдельной комнате. Типа, тебя тут нет, да? Подожди, еще один атрибут должен. Какой? Ну так, обними подушку. Вот это меня они достали, китайцы уроды. Меня зовут Наталья. Наталья приехала искать товар, она новичок, она работала в недвижимости. Хочу для себя найти какую-то нишу. Может быть, это будут детские товары, потому что нам не ближе. Пока я делаю ставку на это, потому что мне кажется, что это вот как бы неиссякаемая тема, она всегда будет. Мне кажется, что с одной стороны новичкам просто. Новичок может увидеть тот товар, который уже тертый, там, уже такой предприниматель может не увидеть, там, просто замыленностью, да. Первой фазы, то, что понравилось конкретно такое, что можно завести быстро, а все остальное, конечно, переводчик. Насколько он работает хорошо, непонятно. Я нашел переводчик очень крутой, 22 бакса всего стоит, переводит на много языков. Ну, пока он нормально работал, мы с ним минут 5 разговаривали, он мне переводил. По $50 они точно уйдут. Вообще, 100%. Ну как, нормально? Какая стоимость устройства? Да нет, а стоять долго ждать. Не, он мне быстро говорил. Я стоял, он мне отвечал нормально. Как я волнуюсь. Как я волнуюсь. Здесь слишком шумно, в этом сигнал не очень хороший. Окей, здесь слишком шумно, поэтому сигнал не очень хороший, он говорит. Видишь, перевел нормально, кстати. Как мы можем сейчас купить, попробовать этот образец? Можно его купить? Так я знаю эту контору. Думает или говорит? Прикол, я же знаю эту фирму. Я же в одном из выпусков телефон этот разыгрывал. Телефон держит ровно 24 дня. И я его разыграю. Ну, я думаю, что английский точно он нормально переводит. Вопрос, если она работает на том же, как бы, Google переводчике, на онлайне только, то это бесполезная хрень. Первый день, скажем так, не прям плодотворный. Такие вареные пельмени ходили. Хотя, вот я скажу, что когда мы увидели вот эту панораму, все, до этого хотелось спать. После, ну, вообще нет. Такой какой-то огонь, типа вот, блин, нужно же, вот буквально там 10-12 дней мы здесь, нужно выжимать, потому что такого вида там через 12 там, дней не будет уже. Вася и Андрей увидели для себя новые возможности, новую тему. Не только заниматься товаркой, но и заниматься оборудованием. Брали контакты, знакомились, мы нашли оборудование, нашли товары. Занимался я строительным бизнесом. Думаю выходить на онлайн-продажи. Я изначально, когда попал на первую фазу, ну, походил, посмотрел, нашел, да, детскую электронику, там самокаты, вот это электро, все товары, да, как бы тоже нормальная тема. Взял контакты поставщиков, посмотрим. Ну, на вторую фазу как бы я ожидаю большего. Станки, машины, мало детской продукции, мало, в принципе, такого, да, как бы электроники. Не, все равно потом как бы там пробежался, уже стало, да, интересно. По велосипедам слабо, если честно, выступ. Главное, как ты себя настроишь. Можно ходить, паниковать, там, теряться, говорить, ну, как все плохо, ничего не найду, ничего не подходит, ничего не понимаю, а можно как бы поставить цель. Так, я иду туда, там точно что-то должно быть. Очень крутые вещи придумывают китайцы. Молодцы.
Мене звати Вадим. Займаюся 7 років продажею велосипедів, скутерів, запчастинами до них, аксесуарами. Сюди приїхав конкретно за новинками, яких немає на Україні. 3-5 позицій, яких я вже вибрав, ну тільки їх там знайти треба. Все, что ты хочешь, получится, потому что это максимально четкий запрос. 5 раз прошел, блядь, ну, то, что надо. Я даже не дошел туда до велосипедов этих, там, до электротранспорта. Одни электровелики одинаковые, просто разные. Ты в С заходил? В С был, да? Да. Видите, это Photoshop. Это новый оффер, похудей за 30 секунд. Тебя просто фотографируют и сужают. Can you show me? Sorry. А? No. Это волосы обрезать. Чего? This is rechargeable. We can test. No pay. No pay. Волосы, понял, закручивают. You? No? You? No pain. Нет, тогда... Maybe I can try. Да, я попробую, да. Спасибо. Чего, ну не страшно. Обрезает? Да, видишь. Прикол. Я, честно говоря, вообще первый раз такое вижу. Есть идея, что это такое? Давай, Женя, передай. Да ладно, не видел? Не, я не видел. Не знаю, может током бьется, нет? Оно не убьет, нет? Не. На USB. Да что-то женщина что-то должна себе вышивать этим. О, а ну близко женщинам. Блин, я сдаюсь, реально. Опа! Все, 5 баллов. Как нитка? 2 нитки берут и сшибают брови. Есть такая штука, есть такая технология. Прошел первый день. Ребят, смотрите, у нас, значит, у каждого есть какой-то опыт, у кого-то хороший, у кого-то не очень, у кого-то замечательный, да, вот хочу, чтобы каждый рассказал свой честный фидбэк, что увидел, хорошего, плохого, польза есть, нет. Все понравилось. С сегодняшнего дня по контактам точно. Ну, пока первый день был, я ничего не ожидал от первого дня, я просто смотрел, что мне интересно. Ты круто, кстати, сказал, что ты от первого дня ничего не ожидал, поэтому ты, может быть, весь день при приподнятом настроении, а здесь есть такая тенденция, что, знаешь, люди ожидали сейчас, вот оно будет, и увидели просадку, и поэтому... Не, ну я-то понимал, что это первый день. Бросаться на все подряд в первый день тоже неправильно. Я понял 95% всего, что происходит здесь и как. С каждым можно договориться, где-то кто-то тебе моргнул, где-то кто-то подмигнул, подошел. MIQ можно уронить, ценник можно уронить, количество можно уронить. Завтра я уже знаю, что я отсек для себя вот эти локации. В первый же день я выбрал как бы уже 2 направления интересных. Не одно точно буду запускать. Я понял, что, ну, такой мини-инсайт, что нужно все равно брать, в любом случае брать контакты, потому что я, ну, пару таких случаев было, что я просто смотрел на стенд и понимал, что мне это не нужно. Но я понимаю, в принципе, что через полгода, может, будет и нужно, но я просто об этом не знаю. Представьте, я сплю, парни, а я так под одеяло залез, укутанный, и просыпаюсь от шороха. Поворачиваюсь, у меня женщина горбом вниз стоит, тапки меняет, воду, да, и говорю, здравствуйте, она, пуля из номера, я ее говорю, стой, типа, все окей. Стой, иди сюда, я иди сюда. Она такая заслушала. Расскажи, как ты спишь, никто ж не знает. Он, короче, закутывается, и один нос там торчит, где-то нора такая маленькая. И он, короче, лежит, отдыхает, его не видно. Моя тема – это тостер. Уже заказал еще вчера. Очень прикольные тосты, посмотри. $8 стоит тостер, который делает разные картинки на тостах. Как вам вообще? $8. Смотри. Короче, то есть ты платишь один раз $450, а потом за каждую по $0.50. Ну, типа $8 и $0.50 за вот эту штуку. Короче, их заработок происходит на вот этих штуках. 1000 штук заказываешь, можно свой бренд сделать. 7300 долларов получится. 500 штук можно, но типа будет чуть дороже. Слушай, ну тема интересная. Просто продавать в кофейне. Понял? То есть именно... Почем, как ты думаешь, почем в рознице его можно продавать? За 500 гривен, 700, 800, ну сколько вам? Сам тостер? Да, ну тостер с 5 картинками, допустим. Я думаю, что эту тему можно запустить даже в Инстаграме. Там тостер с картинками, ну вот посмотри, там журнал
реально с картинками. Можно это преподнести, что там тостер с картинками, с детскими. Можно даже в Инсте, в Фейсбуке попробовать продавать. Я рассчитываю заказать пробную партию, не особо большую, и попробовать, как оно будет идти. Второй день ты уже просто подходил, улыбался тебе в ответ, ну и все, как бы все легко идет налегке. Общение, контакты, шутки и тому подобное, так что без проблем. Мне тяжело дается выбор товара, почему я как бы зацикливаюсь. Почему третий раз? Да, почему третий раз? Первый год, когда мы приехали, мы бегали на нужно тебе, это не нужно, просто по всем рядам, туда-сюда. Так делать не надо. Надо целенаправленно. На самом деле, самое, наверное, классное, чего я не сделал, нужно сделать. Подготовиться заранее к выставке, выбрать тематику и приехать просто уже по запросу конкретному. Допустим, по мне и по Лёхе первый год, когда мы приехали, эффекта был полный ноль. Мы какие-то товары увидели, но мы их так и не завезли. Аренда – лучший бизнес. Причем не забываем, что недвижка всегда растет в цене. То есть в минусе вы никогда не будете. Один съедет арендатор, другой заедет. Вам не надо тратить денег на товары. Тоже маркетинговый ход, да? Вот неизвестно, они сюда продавали в КФС или нет. Ну, типа, взяли, сделали, и те такие, о, бляха, наверное, в КФС продавали. А почем? А что к чему? О, уже поломано, посмотри. Уже не работает на выставке. Поэтому они его спрятали, потому что поломался. Один из товаров выбрал, это андапки. Андапки это для автомобильной тематики. Это крепление, защелки, то есть под все, да, там. То есть ты крылья снял. Ты когда снял любое крыло снял, любое из крыло снял, тебе в любом случае надо новые андапки. В принципе, в Украине я посмотрел, они там стоят в районе 600 гривен, 600-700, там 550. Здесь они стоят, там, при такой цене $3, короче, самая плохая цена. Потенциально это все малярки, их очень много, потенциально это все СТО. В розницу я посмотрел, они стоят, короче, просто, если типа поштучно их покупают, 5, 7, 10 гривен. Одна штука, а здесь выходит 330 штук, там $3, короче, за 1 цент. Они выходят что-то, ну и плюс доставка там. Я сейчас ходил, смотрел наушники и даже нашел такие похожие наушники, как у Blackstar. Эксклюзивное новшество. Ага, нашли дураков. Охренеть, они вообще одинаковые. Просто один в один, посмотри. По-моему, $13 они стоят здесь. Blackstar 7000 они стоят в России. $100. Они просто написали свое имя там, и все, Blackstar, и продают. Я не знаю, честно, не мониторил, но это прикольные лампочки, такие светильники. Там одно нажатие, вон, он включился. Прикольный, такой меняет, на удар реагирует. Я практически все выпуски ваши посмотрел. Это, ну, по сути, такая, наверное, больше детская тема, потому что интересно там включить, оно, как бы, там цвета разные. Вот. Для себе, що буду вести розходники до скутерів. Це будуть зеркала, аккумуляторы. Ну и выбрав 5 позиций, 5 видов зеркал. Я хочу завести деревообрабатывающие станки и хочу поставить производство деревянной игрушки. Красавчик. Смотри, какая штука клевая. Так, да. Все. Shooting button. Давай. А что делать надо? Стоит $6700. Очень крутая, я взял у нее адрес, может быть, в кинотеатре каком-нибудь поставить и также сдавать в аренду. В общем, я не стал изобретать велосипед, я просто взял, проанализировал то, что сейчас конкретно у нас хорошо продается, и под этот сегмент просто подобрал подобный товар. Ну, я как бы не буду раскрывать, как дешево он стоит, но выглядит он вот так. Это часы. Они, как бы... Раскрывать, Надо раскрывать. То есть они стоят до 60 гривен в закупке. То есть, а выглядят они на 400. А от скольки? А? От скольки до... Ну там, от скольки, MIQ? Не, от скольки до 60.
Вот. До 60. Как правильно, да? Ничего больше не говори. Я как пионер на кресте. Особенностью этого товара есть то, что он крепится, то там сзади есть подставка на стол и подставка магнит, можно вешать на холодильник. Мне все заходит, потому что я приехал учиться и смотреть на все. То есть я не делаю выводы сейчас, я сделаю выводы потом. Не хочется просто под этой классной эйфорией как-то неправильные поступки сделать, совершить, поэтому лучше всего пройти весь этап, все этапы, и в конце уже разложить, сесть, посчитать и уже определить, что конкретно я хочу. Но на сегодняшний день вот мы вместе со Стасом увидели вот такую штуку. Когда попал на выставку, я сначала разочаровался. Как бы не было тех групп товара, которые, в принципе, я рассчитывал. Потом набрал темп. Себестоимость 3-4 рубля. Аппарат стоит недорого, $300-500. Вот это $12 стоит материал на 1000 штук. То есть за $1200 вы возьмете себе 100 тысяч вот таких упаковок. Сколько нужно продать для того, чтобы выйти в себестоимость? Чтобы отбиться? 15 тысяч бутылок. 15 тысяч? Да. Это вообще ничего. Вообще ничего. Ребят, если вам понравилась идея, обязательно подписывайтесь на Инстаграм. И на Инстаграм каждого вы можете спросить, где можно взять все эти товары. Посмотрим дальше, что у ребят из этого получится. Может быть, через пару дней что-то кардинально поменяется. Выбрать, понял? Кого-то одного, понял? И гасить такой, типа, блядь, ну я не понимаю. Так, Валерчика выгнать, да? Так, я сегодня голосую за Валеру. У нас есть Валера или нет? Нет? Жаль. Это шутка, понял? Шутка на этот. Юмор он должен быть. Первая фаза кантона для меня прошла предсказуемо. И я не завышал специальное ожидание для того, чтобы потом расстроиться. Исходя из того, что я уже знаю, исходя из моего опыта, у меня большая статистическая база, и я благодаря дропшиппингу, благодаря тому, что мы продаем большое количество разных товаров, я понимаю топы, на которые надо обращать внимание. Одновременно продаем 6500 продуктов вместе с маркетплейсами. И я нашел все свои товары. Все те товары, которые мы продаем, здесь были все. И когда мы подходили, обидно было, когда мы приходили на стенд красивый, и люди, спрашивали, из какой вы страны? И я говорил, из Украины. Они говорят, понятно. И показывали на тот товар, который у меня топ-продаж. То есть они понимают мой рынок лучше, чем, грубо говоря, средний человек. Глобально продается топорные, простые вещи, нужные людям, и это нормально. Пример: плита электроплита на одну комфорку. Стоит до 88 гривен. То есть 88 гривен она стоит здесь, в Китае, то есть у нас она там продается 500-600. Я нашел свои машинки для стрижки брендов, которые продаются у нас постоянно, и я знаю теперь, что их цена в 4 раза дешевле. Мы это покупаем на внутреннем рынке, и мне было все равно, но теперь я понял, что наверное, не все равно, и мы можем туда написать наш логотип, и это будет то же самое. Я знаю, с чего тебе начать, я тебе скажу через пару дней. В самолете обратно в Борисполь. Ты прогнал. Поэтому зимой летим снова вместе. Короче, надо вернуться сейчас в Якутию. Пожалуйста. Наметки есть уже, есть интересные предложения, которые я в любом случае буду рассматривать, буду привозить. Продолжение будет. Ожидаем вторую часть. По первой, в принципе, все ясно. Во второй фазе буду уже уверенно себя чувствовать. Да, это не то, что я думал, не то, о чем я там, на что я надеялся, но с чего-то начал, и дальше будем искать то, что на самом деле нужно было. В принципе, мое мнение, по первых 2 днях я был реально очень сильно эмоционально ударен. Я не разочарован. Наверное, все же такие крутые надежды я не питал. Но эмоциональный удар от первой части я получил. Как улыбается. How are you feel? From Ukraine. Yeah. Кому-то зашло, кому-то не зашло. И потом я начал с этого состояния просто выкарабкиваться и себя вытаскивать, вертеть головой.
и цепляться, пожалуйста, кто где что-то, подскажите. Артем, давай как-то двинемся левее, давай как-то правее двинемся. Кто-то ожидал одного, получил другого. Кто-то получил то, что я ждал. Кто-то счастлив, доволен и нашел то, чего он ждал. Самая ключевая мысль, да, почему там так создан буткемп, потому что люди приезжают с разными целями, и людям с разными целями очень сложно дать сразу все в первый день. Самые нервные люди начинают нервничать в первый день, что я не получил то, что я хотел. Но так же не бывает в жизни. Уже завтра будут рынки, смотрите нас дальше. Кайшиба.